Halo Infinite — шестая и юбилейная игра в серии популярных шутеров Microsoft, которой вот сейчас исполнилось 20 лет, как и самому Xbox. Естественно, это очень важный проект. В свое время Halo, можно сказать, навсегда изменил жанр шутеров. Но с Halo Infinite все вообще не заладилось, потому что, с одной стороны, игра должна была предложить новое видение всей франшизы, с другой стороны, выйти вместе одновременно со стартом Xbox Series X в прошлом году, но попала в производственный ад, лиды там менялись постоянно, и только волевым усилием Microsoft, вот, в общем-то, игру начали спасать, дали еще год разработчикам, чтобы они, в общем-то, все вытянули. Чем, собственно, компания заслужила любовь публики и уважение. Даже вот можно посмотреть по этому году, почти всем крупным издателям доставалось в этом году, кроме Microsoft, которые, в общем, по красоте действовали и даже, в общем-то, за месяц до выхода Infinite сделали бесплатным мультиплеер Halo Infinite для всех желающих, чтобы затянуть во франшизу новых игроков. И, в общем-то, это получилось. Онлайн у игры высокий, народ играется, несмотря на то, что, по жанру это такой достаточно олдскульный арена-шутер, приятно видеть, что новые игроки к нему подтягиваются. И вот для того, чтобы Halo полноценно вернулся, ворвался в массы, оставалась одна маленькая деталь, чтобы компания Halo Infinite была такая же крутая, как у Bungie. Ну а если вы ищете монитор, то обратите внимание на вот этот новенький изогнутый монитор Artemis MPG-343 CQR формата 21:9 Ultra Wide QHD из линейки 1000R от нашего сегодняшнего спонсора MSI. У него быстрая матрица с частотой обновления 165 Гц с откликом в 1 миллисекунду, оптимальный для глаз изгиб экрана, расширенный цветовой диапазон HDR400 и гибко настраиваемая система подсветки, которую можно синхронизировать с другими устройствами. Также в наличии консольный режим с поддержкой HD и Wide QHD разрешений на 120 Гц и 2К для PlayStation 5. Есть КВМ-переключатель и поддержка сторонних пультов управления, а фирменное ПО позволяет легко настраивать все функции монитора вместо копошения в меню. Монитор поддерживает FreeSync Premium и имеет встроенный микрофон с шумоподавлением. Цвет подсветки монитора может меняться в зависимости от погоды, а система умного прицела может автоматически менять цвет перекрестия в зависимости от окружения. 3, 2, 1. За прохождение Halo Infinite я испытал все. И меня подорвало, я бесился, я кричал: да как так, да что вы вообще творите? В какой-то момент я немножко приободрялся и думал, нет, наверное, дальше будет лучше. И вот вплоть до самого финала я так колебался. Это типа окей или совсем плохо. Первое, на что ты обращаешь внимание, это то, что у игры явно поубавилось постановческих амбиций. То есть, если предыдущие Halo просто с каждой частью все больше щеголяли охренительной режиссурой, крутой постановкой, подробным сторителлингом, то тут как будто просто кто-то нажал ресет, сказал, типа, ребята, у нас вот новая консоль, мы такой вот прям софт-трибут делаем, все сводится снова к мастеру Чифу, к ковенантам, теперь Banished они называются, к искусственному интеллекту у него в голове и исследованию окружающего пространства. И это выглядит вот просто сходу максимально странно. Почему? Потому что Halo 5 окончился на такой вот супер-супер звонкой ноте, когда Картана там окончательно сошла с ума, взяла под контроль супер-мега оружие и была готова завоевывать галактику. И да, это все выглядело странно, они очень начали наворачивать лор, рассказывать там предыстории человечества, заимствуя идеи из Battlestar Galactica, наворачивать всю эту историю с различными инопланетянами, предтечами. И к концу пятой Halo это все вышло на мега-эпик. Мы сейчас должны были получить, не знаю, Mass Effect 3 какой-то просто космических масштабов противостояния. Но Halo Infinite просто на это все и забивает. Ребят, не было. Вернее, было, но мы делаем вид, что это нам все неинтересно. Мы вас услышали, вам не понравились все эти забуты с искусственным интеллектом. Мы нажимаем ресет. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC.
Вот, держите, Мастер Чиф снова в открытом космосе, его подбирает какой-то мексиканец, единственный выживший, говорит, что человечеству все хана капут, кто-то в плену, кто-то умер, Бенниш неприкаянные, они вот захватили Зетта Хейла полуразрушенное, что-то там пытаются сделать с ним, кольцо постепенно восстанавливается, и нужно выяснять, что там опять происходит. Ну, а Чиф такой, ну, значит, надо исправлять ситуацию, сейчас полетим, всем люлей надаем, только вот искусственный интеллект Weapon захватим. Начало игры максимально странное, потому что мы сначала бегаем по кораблю, разваливающемуся опять, потом опять в инопланетные постройки предтечи с копипаст уровнями. И вот у меня сразу вот вопрос к 343. Ребят, ну вы что, не в курсе, что это давняя проблема Хейла? То, что это ругали еще с первой части, второй, это бесконечный копипейст, инопланетные постройки. И Bungie знали это, и с каждой игрой пытались это исправить, сделать их поменьше, поинтересней. У 343 вообще другой взгляд. Они тебе просто сходу дают вспомнить всю старую боль Хейла, и ты такой, ну, стиснув зубы, через все это пробираешься и думаешь, ну ладно, сейчас меня выпустят в открытый мир. Там инновации, там новшества, там новый геймплей, там в конце концов что-то похожее на атмосферу первого Хейла, и ты вот прям в предвкушении находишься, когда же Чиф отправится на эту Зетта Хейла. И тут тебе прям как серпом по яйцам. Во-первых, нет никакой постановки. Чиф там просто оказывается. Ты попадаешь в этот открытый мир. И вот если у вас, когда вы смотрели геймплейные ролики, закралось подозрение, как у меня, что это будет Far Cry, что они взяли Far Cry за основу всего нового геймплея, то вот вы правы. И это на самом деле было бы не так плохо. Проблема в том, что 343, поскольку они никогда такого не делали, максимум, что они смогли вытянуть, это уровень Far Cry 2. То есть это реально открытый мир, как Ubisoft его делал 15 лет назад. Это даже проще, чем первый Assassin's Creed, и вот очень похож на Far Cry 2 с его постоянным репетативом, большой схематичностью и очень малыми возможностями. То есть ты попадаешь вот на это кольцо, у тебя, понятно, есть сюжетные задания, всего несколько, кстати, их очень мало в игре. Все остальное, что тебе предлагается делать, это захватывать Forward Operation Base. Такие небольшие платформы, которые позволяют тебе призывать, в общем-то, технику. Второй тип миссии, естественно, освободить чуваков пленных, которые в изобилии раскиданы по карте, и практически везде одно и то же. Они либо связанные сидят, ты их освобождаешь, либо помогаешь какой-то группе выживших защищаться от превосходящих сил противника. Ты просто приходишь на местность и начинают вот кораблями подвозить противников, несколько волн, ты их убиваешь, вот бах, и получаешь Веймор, ресурс, который позволяет тебе заказывать все более крутое снаряжение, технику вот на базах, которые ты захватил, точнее платформах, это не база. Еще, конечно же, у инопланетян есть башни с пропагандой, да, вот настолько творческая импотенция одолела 343, что они ничего не придумали, как то, что у инопланетян будут башни пропаганды. Конечно, фейспал здесь очень часто ты ловишь. Еще есть список особо разыскиваемых преступников из ковенантов, которые по карте раскиданы. Это тоже просто задание на убийство. Приходишь, даешь люлей какому-то особо сильному чуваку и получаешь за это чертежи пушки. Еще тебе предлагается собирать Спартан-коры на апгрейды, которые идут. И вы не поверите, косметику для мультиплеера. То есть вот, это все, что предлагает открытый мир Halo Infinite. И есть еще в регионах большие базы, которые тоже нужно захватывать для продвижения в следующий регион. Для этого ты туда залезаешь, открываешь ворота, запускаешь своих чуваков. Всегда есть какое-то задание, там, взорви баки с горючим, отключи там консоли ремонтных мастерских, ну или что-нибудь типа такого. Все. Вот просто все. Другого ничего в этой игре нету. Ни атмосферы, ни какого-то проработанного окружения, никаких историй. То есть ты просто вот смотришь на это и смотришь на Far Cry 6, в котором миллион механик, в котором живой там мир, да, в котором есть чарующая атмосфера, и его ругали люди, да, потому что уже не впечатляет многих. Я не понимаю, на что 343 рассчитывали, скорее всего, ни на что. Они просто думали, как доделать этот проект, который оказался в производственном аду. То есть первое время в игре ты просто охреневаешь, как вот это могло появиться в 2021. Тем более, как главная игра платформ. Это не касаясь всяких мелочей,
вообще и придирок, то, что технически игра выглядит очень старой, то, что елки там даже не ломаются, простейшие кустики, и ты постоянно на этой технике едешь, в которой физика такая же, как 20 лет назад, и постоянно на джипах задеваешь эти деревья, и среди деревьев на танке застреваешь, и вот это все. Игра очень выглядит пластиково. Дальше хуже. Выясняется, что искусственный интеллект противников, он не особо был готов к тому, чтобы его в открытый мир переносили. В чем крутизна всегда Хейла была? В том, что это была песочница, но управляемая сюжетом. То есть ты шел по такой широкой трубе, внутри которой творилась вот самая разная рандомная хрень, и тебе это безумно нравилось. Ты мог переигрывать одни и те же ситуации, они по-разному разворачивались. И на самом деле идея, да, перенести все это в полноценную песочницу не такая плохая. Но, блин, ну что-то нужно сделать для этого с игрой, чтобы оно работало в открытом мире. Здесь для этого просто ничего не было сделано. Ковенанты сидят на определенных точках и ждут, когда вы завалитесь, чтобы их расстрелять. Ну а если вы подъедете там на танке или прилетите на Воспе и начнете расстреливать их просто издалека, они вообще ничего не смогут сделать. Просто как дети будут умирать. Там на более поздних этапах появляется снайпер, который вводит из строя твою технику, но тебе это не сильно мешает. И в общем-то зачистка открытого мира превращается именно в зачистку, причем очень скучную, где ты просто берешь вархок, сажаешь чуваков там с ракетницами, снайперками туда кач, куда-нибудь всех разносишь, иногда лишь по желанию, просто себя развлекая, выходишь сам всех убиваешь. А апофеоз того, что не работают вот старые механики в этом открытом мире, это когда появляются уже банши, авиация, да, ковенантовская. И вот как оно было в первом Хейла, что когда с банши начинаешь зарубаться, вы просто летаете кругами и стреляете друг друга, так вот оно здесь и осталось. Только если в первом Хейла это было несколько незначительных эпизодов, то в открытом мире эта хрень тебя постоянно достает, куда бы ты не полетел. В общем, в тупую это все перенесли, ничего не сделали, никаких новых механик с учетом открытого мира. Единственное, что более-менее интересное и челленджевое, это вот захват больших баз, на которых, ну, приходится иногда попотеть. Но опять же, очень редко. Но самая большая проблема то, что во всю эту концепцию ты в принципе не веришь, потому что сюжетно она вообще никак не обоснована. То есть тебе говорят, что какие-то силы остались, вот кто-то в плену, но почему нельзя это было как-то оформить, чтобы ты хоть каких-то персонажей встречал? В Halo никогда не было особо огромного количества персонажей, но они при этом все были яркие, интересные, с историями, какие-то истории рассказывали. Здесь вообще ничего нету. Ты просто освобождаешь пустых болванчиков электронных, которые там что-то иногда кричат, и никакого погружения ты не ловишь. Хотя, ну, казалось бы, можно было всего несколько роликов сделать, придумать, как бы, зачем ты все это делаешь, вот это репутативное в открытом мире, добавить каких-то историй, что ты за шмоткой в пещеру и лезешь не просто косметик открыть, да, что это пещеры, да, какая-то история, как это сделано в Far Cry. Здесь ничего вообще. Только однотипные дурацкие аудиодневники. Ноль сторителлинга за пределами сюжета основного, который, ну, на самом деле, ты играешь, и сначала ты хоть как-то немножко заводишься, воодушевляешься, то, может быть, там что-то будет интересное, но чем дальше, тем больше ты охреневаешь, насколько в Halo Infinite нету сюжета. Yes! 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 We're going home! Помните мексиканца? Это единственный персонаж. Единственный персонаж в этой игре. Помимо еще искусственного интеллекта и злодеев. Злодеи просто охренеть какие. Выглядит это все как в каком-то сраном воскресном мультике. То есть реально все диалоги в этой игре про то, что выходит босс инопланетный, говорит, что он одолеет мастера Чифа, как он сломал людишек и сломает еще раз. И вот это все бла-бла-бла. Я как будто смотрю вот этот детский сериал. Where you will be broken. He did not specify in how many pieces. В котором каждую серию одно и то же: тебе меня не победить, давай покажи, на что ты способен. И самое страшное, это продолжается вплоть до самого финала. И ничего, ни одного нормального поворота сюжета, ничего в этой игре нету. То есть это в рамках вселенной Halo просто какой-то филлер. За игру не произошло вообще ничего важного, никакого лора нового не раскрыли, никаких тектонических сдвигов особых не произошло. Все, что происходит, это Мастер Чиф рефлексирует по поводу Картаны, а мексиканец постоянно плачет, чем ты его удавить хочешь уже через несколько минут после начала игры.
игры. Он постоянно ноет, постоянно кричит, что все пропало. И пускай это немножечко объясняется по сюжету, но все равно вот этот бесконечный плач на протяжении сюжета с отсутствием каких-либо, происходящих событий и других персонажей, он со временем прям начинает очень сильно раздражать. I'm worthless. Ну а единственный поворот сюжета, он настолько подрывает пятую точку, вот примерно как это делал Call of Duty World War 2. Помните, как у меня горело с похищения принцессы? Вот здесь, скажем так, абсолютно то же самое. И у меня один только вопрос. Ну вот как, это в здравом уме можно все делать? Единственное, что хоть как-то задевает во всей этой истории, это вот рефлексия Мастера Чифа, все, что связано с Кортаной и там финальный монолог. Вот он красивый. Все остальное это какая-то детская херота, диснеевский злодей, плачущий мудак какой-то и более-менее вменяемый Чиф, который постоянно вот отвешивает свои фирменные фразочки. I need to run. I need a weapon. Weapon. This is all I've got. Ну и я, опять же, еще молчу про постановку. За одно вступление Halo 5 просто происходит большее количество событий, роликов, крутой операторской работы, чем за весь Halo Infinite. Здесь просто нет роликов. Единственный экшен они запихнули в трейлер. То есть в этой игре помимо этого ничего нет. Только болтовня ненужная и крики «Я тебя одолею». Disappointed. И вот ты, когда сидишь, смотришь уже финальные титры, ты просто, не можешь поверить, что вот это Halo Infinite. Что на это ушло 6 лет. Космический бюджет. Эта игра по количеству контента и то, как он сделал, реально, это не Halo, это не AAA блокбастер. Это какой-то набросок игры, которая в будущем может стать типа крутой. И есть во всей этой истории единственная хорошая новость. Это Core Gunplay, который был отвратителен в 4-й и 5-й части, наконец-то, спустя много-много лет, 343, смогли воссоздать охренительный ганплей Halo. То есть, да, у них ушло 10 лет, но на самом деле это действительно отличная новость, потому что играет вполне себе. Я, конечно, миллион раз все это делал, миллион раз убивал этих врагов вот такими-то способами, но объективно это хороший ганплей, это интересная шутерная механика, и да, она уже не вызывает восторг, как 20 лет назад, и даже уже не способна удивить, как еще способна была 10 лет назад, но все равно это хорошая механика. Но еще нужно признать, что Grappling Hook офигительное дополнение к классической формуле Halo, и разработчики прямо постарались его внедрить. Ты постоянно везде, повсюду хватаешься вот этим крюком, постоянно с помощью него куда-нибудь карабкаешься, постоянно используешь в бою, чтобы активно перемещаться и атаковать в том числе противников. Теперь присосаться к какому-нибудь врагу и дать ему в рыло — это просто любимый прием, который необходимо использовать, когда, в общем-то, обойма отстрелял свое. Остальные гаджеты не так интересны. Можно бросать щит, можно бросать сенсор, который показывает невидимых врагов, и быстро стрейфиться. Единственное, что не очень удобно между всеми режимами переключаться. В принципе, как шутер, Halo Infinite состоятельно. И врагов в замкнутых помещениях такой же хороший, как и раньше. Можно точно сказать, что 343 вышли по ганплею на уровень Banshee. Но при этом они засунули, все это в открытый мир, и вот в нем это все не работает. И вот у меня максимально странное впечатление. You can see it, right? All I see is a problem. I don't believe that. A part of you must recognize the grandeur of this achievement. То есть в сюжетных отрезках немногочисленных, которые есть в этой игре, где ты большую часть времени, если вы думали, что инопланетные постройки только в начале, нет, все сюжетные уровни ты практически бегаешь по этим сраным одинаковым инопланетным постройкам. И да, в этот раз они их красивее сделали, рейтрейсинг, отражение новыми красками. Все эти фораннерские постройки сияют, но от этого ни горячо, ни холодно. Это главная была проблема старых Halo. И Bungie, они в последних Halo своих пытались по максимуму от этого всего избавиться. А здесь у тебя выбор: либо пустой пластиковый мир вот этого Halo, в котором ничего не происходит, либо сюжетка с инопланетными коридорами. Все. Вот это Halo Infinite. И на самом деле, хочется только печалиться, потому что я лично очень хотел, чтобы Halo вернулся вот просто во всеоружии и зажег как в старе. И учитывая, что они механику починили,
Это могло получиться. Но вот зачем-то ударились в открытый мир, который явно не смогли вытянуть. И самое смешное, что у тебя постоянное ощущение по ходу сюжета, что те, кто сингл делали, они к этому открытому миру вообще никакого отношения не имеют. Когда ты играешь в сюжетку, у тебя вот ощущение, что Чиф и этот мексиканец — это реально последние чуваки, а все остальные умерли. Но в открытом мире это не так. Просто это два разных мира, которые зачем-то в одной игре находятся. Апофеоз вот этого диссонанса открытого мира и одиночной игры, то, что разные люди это делали, и вообще это разные игры, он заключается в том, что если ты все соберешь и будешь топить по сюжету, у тебя будет 22, вот у меня было лишних апгрейда. То есть очевидно, что чуваки, которые дизайнили сюжет, они даже не рассчитывали, что кто-то что-то в открытом мире там будет собирать, просто в расчет это не брали, когда подстраивали сложность уровней под апгрейды, да, которые ты получаешь. Ну а еще 343 не смогли в кооп, его пока что отключили, обещают вернуть через полгода, и это, конечно, пипец как странно, потому что Halo всегда был в авангарде, он пропагандировал кооперативную игру тогда, когда это еще не было мейнстримом. И видеть вот такое, ну, крайне странно, и уж точно это помогло бы игре проходить все это уныние в открытом мире с друзьями, было бы, как ни крути, веселее. Короче, не знаю, зачем в это играть в 2021, ну, если вам только вот очень нравится механика Halo, и вы еще раз хотите в новом антураже поиграться с этим всем оружием инопланетянами. Ключевые сюжетные миссии, события с точки зрения ганплея, геймплея, вот этого боевого, очень хорошо сделаны. И в финале прям вспоминается Killzone 2, там, Black, шутеры с самыми такими потными финалами, где ты должен просто ниндзю из себя изображать, пользоваться всеми возможностями героя и прочее. Это хорошо, все остальное нет. В общем, за компанию 6 баллов, за мультиплеер где-то можно 8 поставить. Это на самом деле реально хороший мультиплеер, но вот такой супер-супер олдскульный, который далеко не всем зайдет, но, возможно, кому-то даже покажется свежим на фоне современных шутеров, потому что это Halo все-таки с эпохи вот до Call of Duty, до современных войн, до таких быстрых ТТК, когда все прыгали, стреляли разным оружием, получали фан. И здесь прям мгновенно вспоминаются лично у меня рефлексы детства. В принципе, играть фаново, но лично у меня вот к этому отношение такое. Я там 20-25 лет назад во все это играл. Сейчас прикольно вспомнить, но я сомневаюсь, что там спустя несколько недель я продолжу играть в Halo. Но на самом деле те, кто давно играет в Halo, вот все как один говорят, что карты у Bungie были получше. Как ни крути, Halo нужен настоящий ребут, переосмысление. Потому что ты играешь, да, старые олдскульные механики, они по-прежнему, в общем, здесь работают, но также ты понимаешь, что за 20 лет они как бы приелись. Хочется чего-то новенького, хочется какого-то переосмысления полноценного серии. В общем, короче, в итоге остается только печаль. Просто очень жаль. Видно, что Microsoft очень хотел, чтобы это была значимая игра. И деньги давали, и сроки. Но вот очередной важный урок. Насколько хрупки все студии, которые мы знаем, насколько хрупки все франшизы, которые мы знаем. Стоит уйти ключевым людям, которые их делают, которые действительно понимают, как должны работать вещи. Стоит им уйти, и всех денег мира не хватит, чтобы это восполнить. We all make mistakes. It's what makes us human.